Когда родилась Варя, Пашке исполнилось 6 лет, но он отчетливо помнил, как мама долго ходила с большим животом, а потом папа ее куда-то увез. Они на несколько дней остались вдвоем. Папа ходил и загадочно улыбался, а еще они вместе все время что-то делали по дому. Вместе убирались, перемыли окна, готовили себе еду. Пашке нравилось, только по маме скучал. Но папа сказал немного потерпеть, и мама приедет. А потом мама вернулась, и не одна. Папа держал в руках белый конверт, перевязанный розовой лентой, и торжественно объявил: «Это твоя младшая сестренка. Будешь ее любить?» Пашка осторожно заглянул в сморщенное личико, и с этого момента пропал навсегда. На него смотрела маленькая сестренка. Мать, увидев замешательство сына, спросила: «Тебе нравится сестренка? Как бы ты ее назвал?» «Варя», с трудом отрывая взор от малышки, отозвался мальчик. «Варвара, а я ее буду звать Вареником. Она такая же, как пельмешки, которые лепит бабушка, маленькая, мягкая и немного сморщенная». Мама и папа рассмеялись, а Паша в ту минуту почувствовал себя взрослым, потому что с этого момента на его попечении была она, Варя, Вареник, а он теперь старший брат. Пашка сам мечтал о старшем брате, который бы защищал его, но это было невозможно, а теперь он сам станет таким, и даже лучше. Свои первые шаги Варенька сделала к брату. Вся семья уже ждала, когда это случится, и Пашка бежал бегом из школы, боясь, что пропустил этот важный момент. Вот и сегодня прибежал, наспех переоделся и бегом к сестре, пока мама накрывала на стол. Варенька стояла, держась за свою кроватку, а он присел напротив у стены и вытянул к ней руки. Она, немного побаиваясь, отпустила руку и сделала шаг вперед. Пашка видел, как ее немного покачивает, и хотел уже подскочить и обнять. Вдруг упадет. Но сдержался, увидев, что она делает второй шаг. Мама пришла позвать Пашку обедать, да так и застыла в дверях, видя, как Варя идет к брату, а тот улыбается и тянет свои руки поближе к ней. Вечером они с мамой, перебивая друг друга, рассказывали все отцу, а потом все вместе сидели на полу, и Варя топала от одного к другому. Все смеялись, и она тоже подхватывала это веселье. Так и было у них в семье, все ладно и весело. Паша прибегал из школы и помогал маме. Вечерами и на выходных все вместе гуляли в парке. А на каникулах он сам гулял с маленькой сестричкой. Маме ведь тоже надо отдохнуть, а ему и несложно покатать коляску во дворе. Все друзья-приятели хохотали над мальчишкой, когда он выходил на улицу вместе с сестрой. Двухгодовалая Варя ни на шаг не отходила от брата, а Пашка иногда даже отмахивался от пацанов, звавших его играть в казаки-разбойники или футбол, заявляя: не буду, вдруг Варьке мячик в голову попадет, да и прятаться по кустам с двухлетним ребенком неудобно». Так они и росли, не разлей вода. Варя доверяла брату все свои девичьи секреты, а Пашка никогда не смеялся над ними и с серьезным видом воспринимал известие о том, что Мишка ее не любит, а учительница по математике просто придирается. Обижать Варю в школе никто даже не пытался. Все знали, что ее старший брат накостыляет им. Пашка сам об этом всем объявил еще в сентябре, в 1 классе. Он учил с сестрой уроки, провожал ее в музыкальную школу, кормил обедом, если родители задерживались на работе, и вообще был счастлив от того, что есть на свете его Вареник. «Ой, добрый из тебя получится муж, Павел», серьезно заявляла старенькая соседка баба Нина. «Да я Пашку никакой жене не отдам, сама на нем женюсь», серьезно заявляла Варя.
В ответ Пашка только смеялся, подхватывал сестру на руки и кружил ее в диком восторге. Потом они уже вместе смеялись, вспоминая этот случай. После 9 класса Павел поступил в техникум, но все равно наведывался в школу к сестре, чтобы не забывали там хулиганы, кого трогать нельзя. Хоть к этому времени Варя и могла сама за себя постоять, ведь брат научил ее многим приемам самообороны, да и как правильно на словах отвечать обидчикам тоже. А после техникума Пашку призвали в армию. Он не стал пытаться уклониться, ведь и его отец в армии служил, и дед. С девушкой Пашка расстался за месяц до этого. В этом плане он уходил в армию со спокойной душой, ведь видел, как многие девушки не дожидаются парней, а ему не придется служить с разбитым сердцем. За сестру только переживал и все давал наставления, а Варя смотрела на него своими карими глазами и только поддакивала, убеждая брата, что все у нее будет хорошо. Наступил день провода в армию. В их квартире собрались близкие друзья Пашки. Мама приготовила много вкусного. Они с отцом с гордостью смотрели на их взрослого сына и старались не показать, как сильно они при этом беспокоятся. Больше всех на проводах брата рыдала Варька. Она не могла сдержать слез, они просто лились сплошным потоком. «Не плачь, курносая!» — щелкнул ее в лоб брат. «Вернусь, гильзу тебе от патрона привезу». «Ой, привези!» Варька бросилась на шею Пашки. «А самое главное, живой возвращайся». «Да что со мной случится? Отслужу как надо и вернусь». Варя каждый день проверяла почтовый ящик, ведь ей писал брат. Да, они иногда созванивались, редко, но Варя была в таком восторге от первого письма по почте, так и повелась традиция, а последние 3 недели от брата писем не было. Вместо этого пришло другое письмо о том, что Пашка не вернется. Известие о том, что Пашка погиб, выполняя свой интернациональный долг, пришло официальной почтой. Отец успокаивал своих девочек как мог. Он бы и сам сейчас заревел, точнее даже завыл бы, но нельзя. Ему надо поддерживать жену и дочь. Варя в тот момент резко повзрослела. Она увидела, как еще хуже становится родителям, глядя на ее страдания. Она взяла себя в руки, хоть это было и совсем непросто, и на похоронах не проронила ни слезинки. Теперь ее слезы видел только снимок брата. Так она думала, когда ночами шепотом рассказывала новости, глядя на снимок, и тихо плакала. Родители слышали, хоть Варя и думала, что они спят, но не вмешивались. Пусть так. Подробности гибели Пашки рассказал сослуживец. «Михаил я». Молодой человек, появившийся на пороге дома Вариных родителей, был смущен. Он мял в руках голубой берет и тщательно подбирал слова. Родители все поняли, ведь сын писал Варе о друге Михаиле. «Мы служили вместе», — рассказывал напоенным чаем Михаил, а Варя, подперев подбородок ладошкой, во все глаза смотрела на молодого человека, ведь он был тем, кого последним видел ее брат. «Пашка о тебе много рассказывал». Михаил смущенно отводил глаза. «Он говорил, что ты самая лучшая на свете». «Скажешь тоже? Лучшая? Это Пашка был самым лучшим». У Варьки, как бы она ни сдерживалась, из глаз покатились слезы. «В общем, он мне велел за тобой приглядывать, так что ты если что, знай, что сейчас у тебя есть я, вместо Пашки». Михаил вернулся к себе домой. Жил он в соседнем городе, а Варька между тем взрослела. Постепенно образ любимого брата стирался из памяти, ведь у девушки наступала взрослая жизнь. На 2-м курсе института она влюбилась. Сергей казался ей тем самым, единственным и неповторимым. Он долго добивался ее,
красиво ухаживал. Варе казалось, что он даже чем-то похож на брата. Скорее всего, манерой говорить. Внешнего сходства точно не было. Сегодня она чуть ли не летела к любимому, чтобы рассказать очень важную новость. По дороге купила пирожных к чаю и, улыбаясь, зашла в квартиру Сергея. Ключи у нее были свои, хоть вместе они и не жили. Когда на кухне уже закипел чайник, в квартиру зашел Сергей. «Варя, а что ты сегодня так рано? Учебу прогуляла?» «Сергей, я хочу тебе сообщить одну новость». Варвара посмотрела парню в глаза. «Я беременна». «Что?» Сергей даже шлепнулся на стул от неожиданности. «В смысле беременна?» «В прямом. Мы же поженимся?» Вот уж что-что, а женитьба точно не входила в планы молодого человека. Да, девушка ему нравилась, он готов был весело проводить с ней время, но жениться? И потом, у него учеба, планы на жизнь, в которые жена, а тем более ребенок совершенно не входят. Что было дальше, Варя плохо помнила. Не ожидала она такого от любимого. Помнила слова про то, что рано им становиться родителями, что вот тебе деньги, которые она машинально положила в сумочку, а потом на ватных ногах она шла домой. В общем, Варя осталась одна. Вернее, не одна, с будущим ребенком, от которого решительно не желала, как бы ни настаивал Сергей, избавляться. Мать с отцом, конечно же, приняли выбор девушки, но вот учебу пришлось оставить. Беременность протекала тяжело. Варю постоянно тошнило. Последние 2 месяца она вообще практически не могла выйти из дома. А когда подошел срок родов, с ужасом поняла, что воспитывать и растить ребенка ей придется одной. Она, как раньше, рассказывала фотоснимку брата про свои злоключения. Плакала. Вот если бы рядом был ее брат, он бы сразу распознал Сергея негодяя. Потом успокаивалась, ведь ребенок хоть еще и нерожденный, а все чувствует. Михаилу рассказывать об этом родителям она запретила. Тот и так, как мог, всегда поддерживал Варю и пытался не узнать, с кем встречается, да только не рассказала она ему. Видимо, зря. Варя очень ждала своего ребенка, любила, несмотря на предательство его отца, ведь ребенок не виноват. Когда начались схватки, родители были дома. В этот выходной они как раз всей семьей собирались поехать за кроваткой малышу, ведь срок через неделю уже. Но ребенок решил по-своему. Роды прошли не совсем легко, но мама и малыш были здоровы, а это самое главное. Варя смотрела на сынишку и улыбалась, когда в палату зашла соседка с букетом. «Тебе опять букет принесли?» Соседка по палате, разбитная деревенская деваха Любка, родившая уже своего 3-го малыша, ткнула Варю в бок. «3-й уже, за 3 дня. А говоришь, что у тебя мужа нет. Кто же так старается?» «Да не знаю я». Варя держала на руках новорожденного сына. «Может, и не мне вовсе. Мало ли, ошиблись». «Ага, Варь Казачковых у нас в роддоме полно». Любка, довольная своей шуткой, хохотала во все горло. «Тише ты, разбудишь!» — шикнула на нее Варя. «Да, дети в первые дни не слышат ничего, хоть пароходная сирена у них над духом ори. Признавайся, папаша ребеночка твоего букеты носит?» «Нет у нас никакого папаши», — отрезала Варя. «Сама сына воспитывать буду». Настал день выписки. Варвара волновалась, зная, что за ней, кроме родителей, никто не приедет. Где-то внутри нее теплилась надежда, что Сергей одумается. А потом она гнала от себя эти мысли. Ведь человек, который предал один раз, предаст обязательно еще. А сына она с родителями воспитает. Они очень ждут, когда домой приедет их дочь с внуком. Рассказывали, что все подготовили. Варя отправляла им фото внука, а они спорили, на кого он больше похож.
Притом спорили, на кого из них, а Варя смеялась. «Поторапливайся, вас ждут, ребенка я уже собрала». Вошедшая в палату медсестра сердито уставилась на Варю. «Уже иду, а мама с папой подождут, вернее, дед с бабушкой». Варя улыбнулась и сообщила: «Я готова». Однако на крыльце роддома ее ждали не мама с папой. Вернее, они тоже ждали, но стояли чуть поодаль, а возле раскрытой двери автомобиля стоял Михаил. Увидев Варю с сыном на руках, подскочил к ней и, осторожно откинув уголок одеяла, взглянул, а потом серьезно спросил: «Пашкой назовем, да, Варя Вареник?» Варя молча кивнула, и по щеке покатилась предательская слеза, которую увидел Михаил. «Ну ты что? Все у нас будет хорошо. Ты мне веришь?» Она не ответила, а просто прильнула головой к плечу Михаила и смотрела на сынишку, на своего Пашку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.